Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и, соответственно, куда направляется ветер рынка и какие у нас движения будут на вечерней сессии по доллару, нефти, рублю и другим активам. Так, ну вот, конечно, новость дня, которая она еще в пятницу начала вырисовывать контуры, это огромные распродажи акций китайских компаний, которые произошли в пятницу. Это связано с тем, что прогорел достаточно крупный южнокорейский хедж-фонд. Это было связано с рисковой политикой, использованием деривативов. Кто-то, наверное, уже там начинает кричать, что вот там деривативы это зло. Но надо четко понимать, что деривативы это неизбежная часть современной мировой экономики. И те люди, которые во всем винят деривативы, они подобны маленькому ребенку, который ударился об дверь и начал стучать по этой двери и кричать: ах ты, дверь, почему ты меня ударила? Так, ну там по разным данным то ли 10 миллиардов, то ли 20 миллиардов сгорело. Вот, сейчас я поясню, почему на самом деле вот эта новость, она, ну скажем так, она была прогнозируема. Таких новостей будет в ближайшее время, я полагаю, ширится спектр. Вот, ну и эта ситуация, она в целом может вполне запустить цепочку, когда одна за другой организации кредитные начнут складываться. Так, друзья, ну вот смотрите, по поводу банкротства, прогорания вот этого южнокорейского хедж-фонда. Почему здесь, ну как бы сама новость, она по себе вполне как бы из графика VIX возникает, с моей точки зрения. Ну вот смотрите, VIX, который мы с вами каждый день рассматриваем, анализируем, он на протяжении последней недели ударился в дно. Он ударился в дно и начал это дно сверлить и бурить. И пытаться уйти на 17,5, возможно 15. То есть это как раз ровно те значения, которые были в докризисную эпоху. Вот видите, здесь как раз диапазон, ну где-то 17,5, 15, вот этот вот диапазон, который является показательным, что все успокоилось, все хорошо. Вот, соответственно, ну, нахождение вот в этой области, оно невыгодно. Оно невыгодно, потому что здесь после набора позиций нужно куда-то идти наверх. Ну, вы сами видите, что текущая ситуация в экономике, на самом деле все информационные новости, которые выходят, они очень часто значительно преувеличивают то восстановление, которое есть. По сути, логистические цепочки как были нарушены, так и остались, немножко их подлатали. Масса проблем в мировой экономике. Ну и, соответственно, она просто, волатильность не может быть при таком количестве проблем низкой. Не может. Вот когда он заходит сюда, вот видите, здесь у нас донышко в районе 20-19,5. Здесь кого-то начинают крепко высаживать. Я так подозреваю, как раз вот этот корейский хедж-фонд, он заигрался вот именно с волатильностью. То есть так или иначе ставки были на волатильность рынка. То есть это может быть на VIX или на какие-то инструменты, которые связаны с волатильностью. И, по-видимому, его вот отсюда где-то и вели, начиная там с 16-17 марта. Вот, то есть он какое-то время колыхался и все как бы закончилось топливо, и после этого все, мы увидим рост по ВИКСу, кто-то набрал позиции, кто-то прогорел, и все, после этого здесь либо колебательное движение, ну, я думаю, что вот сюда вот возвращаться на 19,5 никто не будет устойчиво в ближайшее время, и какие-то задерги, они будут незамедлительно вести к росту. То есть вот вся эта ситуация, которую мы наблюдали, она на самом деле паранормальная. Ну как вот с учетом таких экономических условий финансовых, возможно, чтобы VIX, он ну, фактически пытался закрыть этот гэп. Но это значит просто кого-то мутузят. Ну вот отмутузили. Вот. И на самом деле здесь с учетом того, какие ставки в той или иной форме сделаны на рост волатильности, я думаю, что вот все эти просадки по VIX, если они будут возникать, но сейчас, наверное, они уже не будут возникать, потому что есть основания полагать, что здесь был набор позиций на крови и костях этого фонда, и теперь, по идее, здесь должно быть какое-то движение, ну хотя бы на 28,5. Вот. Но если такие возвраты
будут продолжаться и здесь будут пробои, это будет означать, что кого-то крепко высаживают из ВИКСа. Вот. Ну, я думаю, сейчас вот этот ход истории, он закончен, сейчас пойдет рост. Вот. Ну, а по факту того, как будет отрабатываться диапазон 28,5-32, мы с вами посмотрим, будет ли здесь пробой или пойдет пикирование с целью того, чтобы здесь набрать позиции и, возможно, почикать какой-нибудь еще хедж-фонд. Так, друзья, давайте немножко о России. Очень непростая ситуация с долгами у регионов. Вот. И, наверное, где-то к осени вот это может во что-то не очень благоприятное вылиться, к осени этого года. Есть информация, что президент назначил дату послания 22 апреля. Ну, мало кто знает, что 22 апреля это не только день рождения Ленина, праздник, но еще это праздник, который День Земли. 20 марта День Земли, как бы просто День Земли, а 22 апреля Зеленый День Земли, то есть в честь экологической сохранности Земли. Вот решили сделать два праздника весной. Вот. Ну и, соответственно, в этот знаменательный день, 22 апреля, когда был день рождения Владимира Ильича Ленина, еще и День Земли, новый экологический поставили на 22 апреля, по имеющейся информации, президент России будет делать обращение. Так, друзья, далее десятилетки американские, которые они как петля на горле. Вот. Ну что могу сказать? Не состоялся перелом тенденции и движение вниз. Пошел рост, и весьма вероятно, что уже на этой неделе будет тестирование на пробой 1,754. Вот, соответственно, вот пробой этого уровня приведет, ну, наверное, он придет к тому, что рынки всколыхнутся. Так, далее американский индекс S&P 500 и S&P на фьючерс. Но мы сейчас застряли в консолидации, это 3940, 3980. На текущий момент, я думаю, все-таки более вероятно либо от этого значения, либо небольшой рост и, соответственно, движение к нижней границе. Это 4-часовой таймфрейм. Так, друзья, далее биткоин, 4-часовой таймфрейм, сразу беру, что здесь примечательно. Вот эта фаза движения, которая произошла, если здесь не возникает коррекционный откат с пробитием 56 500, здесь вот уже появляются наметки разворотной формации, то сегодня ночью или завтра с утра у нас уже возможно движение, цель которого будет 61 тысяча. Если мы сейчас пробиваем вот это значение, то пойдет коррекционный откат, и цель этого отката будет отработка 55 тысяч. Далее вопрос, сколько он будет находиться в этом диапазоне. Сейчас вопрос решается, будет, не будет пробития этого уровня. Если оно в ближайшее время не произойдет, то ну, сегодня, наверное, вряд ли, завтра весьма вероятно последует продолжение бурного роста. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет восходящее движение, несмотря на то, что ситуация купировалась с затором Суэцкого канала. Сейчас 21:20 по Москве. Ну и по нефти, если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 64,3, то у нас движение придет к тому, что разовьется отработка цели 63,4. Вот сюда вот. Если сейчас пробой не возникает, то мы здесь тусим, торгуемся и идем переписывать 65,4 и далее в район 66. Так, друзья, далее золото. Беру 15-минутный таймфрейм. Сегодня был пробит уровень 1721-1718, вот этот диапазончик. Сразу после этого сильное движение вниз. Но немножко 1700 не дошли, тут 1705, еще один уровень. Вот, на текущий момент золото вот в этой проторговочке находится 1713-1705. Здесь говорить о том, что пойдет движение вверх либо вниз, пока рано. Я думаю, какое-то время оно должно консолидироваться, поторговаться вот в этом диапазоне 1705-1713. Пока больше факторов указывает на то, что вот это движение, оно сегодня приведет на 1705, возможно 1703,5. Тестирование вот этого диапазона нижней границы возникшей консолидации.
Но и здесь на самом деле пока нет пробития 1700 и устойчивой торговли под ним. Все шансы для того, чтобы после набора позиций попытаться отскочить, и цель отскока 1725. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Ну, в боковике мы находимся, верхняя граница 1145, нижняя граница 143 500. Сейчас отсюда идет попытка скорректироваться, сходить на 143 500. Я думаю, сейчас такой сценарий, он наиболее вероятен. Но в том случае, если вот эта траектория движения не возникает, если происходит пробой 145 500, то в этой ситуации у нас уже движение будет по направлению 149 тысяч. Вот. Но на текущий момент более логично отсюда скорректироваться и сходить, отработать 143 500. Вот если этот уровень будет пробит по факту возврата на него, то здесь у нас откат будет более серьезный. Я думаю, вполне как бы движение произойдет на 142 тысячи. И вот 139 200 его тоже надо бы как-то отработать. И потом уже, если рынки устоят, расти отсюда. Вот. Но на самом деле фаза роста, она пока еще не завершилась. То есть если мировые рынки удерживают текущие значения, то РТС продолжит восхождение. Но я думаю, в ближайшее время, сегодня либо завтра с утра, наиболее вероятно это коррекционное движение вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, 1755 пока не пробили. Пока жив курилка. Вот. И пока нету пробития вот этого значения 1755, оно чуть ниже находится. Я думаю, сохраняется вероятность того, что будет консолидация в районе вот этого сильного уровня и попытка отскока. Вот. Если опираться на то, что происходит в индексе доллара, то такой сценарий менее вероятен, нежели пробитие вот этого значения 1755 и движение уже на 1,17. Друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Ну, мы подошли к нижней границе сегодня вот этой консолидации, которая 75.55, 76.2. И, соответственно, то есть здесь отбой произошел и пошло движение с целью потестить опять вот эту верхнюю границу. Движение это не завершилось. И, соответственно, я думаю, завтра у нас как раз вот в этом же диапазоне движение продолжится. Переходя на часовой график, у нас сформировался отбой от этого уровня. И сейчас весьма вероятно будет движение, цель которого сходить на 75.9, 75.85. Вот сюда вот. Соответственно, если идет противоход и происходит пробитие уровня 75.55, то следующая цель будет вот этот сильный уровень, который 75.3. Я все-таки думаю, сейчас более вероятно движение либо на 75.85, либо на 75.9. Вот сюда вот к этим значениям. Друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание, удачных торгов вечерних.